Смотрите, какой у меня роутер на обзоре. Вот вы сейчас скажете, у тебя уже он был на обзоре. Это вот AX52, да? Я вам скажу, нифига. Вот это вот AX52 Pro. Это знаете, как вот подонок среди роутеров. Я вам говорю, а знаете почему? Вот, потому что, когда ты берешь, вот вы сейчас видите, вот эта скорость Wi-Fi на гигабитном роутере. Вы сейчас спросите, как? А я вам объясню. Два провайдера, 160 МГц в режиме балансировки. Если бы я нашел еще, покопался, я нашел еще нормальный хост на тест, то там было бы 1,5 и 1,6 гигабит через Wi-Fi. При том, что вот этот гад берет и агрегирует еще LAN-порты для работы на серверах. Короче, ребят, это апгрейднутый AX52, который у меня когда-то был. И он был с индексом скорости AX1820, ну 1800 по факту. Вот это вот гадина, вот этот вот AX52 Pro, он с индексом скорости AX3000. Это Wi-Fi 6 роутер. И я вот, знаете чего, в нем покрытие лучше, чем в AX1800. Я тогда рекомендовал AX1800 до двухкомнатной квартиры, скажем так, двушка, если в центре поставить. А это мы начали тестировать, и Лену загоняли, и типа говорю, Лен, бегай. И мы так и не нашли, где он там упал, короче, от покрытия, потому что они улучшили покрытие. То есть они просто взяли и вот собрали все, скажем так, пожелания по X52 Asus, и они сделали вот такой вот интересный вариант. Тут даже, знаете, вот даже распаковывать нечего. Знаете, обычно там распаковка. 4 антенны, которые поворачиваются там на 180 в одну сторону, на 90 в другую, сзади 4 гигабитных порта. При этом вот эти первые агрегируются для внутренней сети, могут давать 2 гигабита, а эти в режиме балансировки. Это разные вещи, потому что здесь протокол поддерживается 802.3 AD, а здесь у нас поддержка в режиме балансировки. Это значит, что либо вам нужно иметь хост, который, сайты, которые поддерживают мультипоток и могут через 2 провайдеров загонять в роутер, потому что роутер это может. Либо просто-напросто суммарная скорость на все устройства в сети будет, грубо говоря, 2 гигабита, которые входят. Ну, это имеется в виду внешней скорости, потому что внутренняя на 5 ГГц будет 2,4 гигабита, и все остальное будет на 2,4. Да, так и есть 2,4, а все остальное на 2,4 ГГц, чтобы вы не путались. Есть вот такой вот блочок питания, в принципе, абсолютно ничего примечательного. Примечательно то, что классно доработали роутер. Бюджетный роутер. Кстати, ссылки в описании под видео, можете пойти посмотреть, сколько он стоит. И это еще не все. Это еще не все. А дополнительно тоже стоит подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А я пошел уже его тестировать, уже, честно говоря, интересный обзор получился. Он сначала был, знаете какой? Он сначала был как лисичка, какой я был? Грустненький, да, такой. Я так, думаю, я разницы сначала не понимал. А потом, когда уже дошли, да, а потом как понял, потом как начали, я вот лисичку гонял, давай там тестировать, давай там замерять. Ну, короче, как-то получилось так, что интересный вариант. В общем-то, бюджетненький на канале Технозон на X52 Pro. Поехали. Итак, мы должны с вами по факту посмотреть, насколько все изменилось, не сделали ли хуже, но я думаю, что не сделали. Во-первых, слушайте, 2,4 мегабит в секунду на 5 гигагерцовом диапазоне, 574 на 2,4. По факту, если раньше у нас был AX1800, то сейчас у нас AX3000 индекс скорости с поддержкой полноценного Wi-Fi 6. Давайте посмотрим, что у нас тут. По внешним антеннам, смотрите, 2 на 2 MU-MIMO в обоих диапазонах и двухъядерный 1,3 ГГц процессор. 128 МБ флеш, 256 RAM. И у нас получается 1024 QAM поддерживается. И все порты у нас гигабитные. Слушайте, ну в принципе ничего не поменяли. А ну давайте посмотрим обзор. Wi-Fi 6 с обыкновенными функциями, с WPA3, кстати, для Wi-Fi 6 интересно, и с обыкновенными функциями роутера. Но они здесь, конечно же, забыли написать, что здесь есть AI Mesh, да? То есть у нас здесь есть Mesh, можно с помощью таких роутеров, их можно, во-первых, использовать как дешевые точки доступа для Mesh сети, для расширения, для масштабирования, например, если у вас уже есть развернутая Mesh сеть, либо можно использовать просто вот для каких-то квартир, там, двухкомнатных, меньше, то есть не скажу, что она будет покрывать супер покрытие у нее, но я вам скажу, это бюджетный, очень бюджетный роутер. Сразу же проверяем по OpenSpeed тесту
Это у нас LAN на WAN. Давайте пробуем. Это чистый гигабит. Все порты гигабитные, и тут как бы даже вообще не вижу смысла такой тест делать. Но мы должны вам показать. А вы потом скажете, не работает, нет там гигабита. Есть такие, что думаете, уникалов не хватает. Теперь я пока подготовлю смартфон, пока оно доделывает тест. Включил запись для того, чтобы протестировать 2,4 и 5 ГГц еще и покрытие. А ну давайте смотрим. Asus 52, мне нужен, смотрите, гигабит чистый. Так, Asus 52 5G. И тут мне интересно сразу же в настроечках, в беспроводной сети, посмотреть, что у нас тут есть. Есть у нас 160 МГц. Включаем 160 МГц. По факту у нас и отличия. В 52-м на 1800 AX не было 60, не было 160 МГц, было 80, потому что там было 1200 в 5 ГГц диапазоне. Тотальная, вот грубо говоря, максимальная теоретическая скорость канальная. Ну, давайте ждать. Сейчас мы посмотрим. Так, подключилась. Смотрим Connect. 2,4 мегабит, 2400 мегабит, 2,4 гигабита. То есть, да, у нас реально они заявились об индексе скорости, но это не значит, что у вас он будет показывать 2,4 гигабита. Он будет показывать чистый гигабит на Wi-Fi, потому что все ограничено портом самого роутера. Порты гигабитные, поэтому на Wi-Fi у вас будет гигабит. Но это означает то, что внутри сети суммарная скорость всех устройств по 5 ГГц будет, вот, грубо говоря, сколько вот они заявляли, смотрите, они заявлялись 2,4, а ну смотрим, вот, пожалуйста, и мы ее имеем, максимальную суммарную тотальную скорость, 979 на 829. Леночка, ты нам нужна лисичка, чтобы протестировать дальность покрытия. Отходи, пожалуйста, к двери, если будет сильно низкий результат, ну, крикнешь мне результат, потому что мы должны понимать, этот роутер не такой мощный, как предыдущий, не как 82-й. Давай, отходи и делай тест. Крикнешь мне. 970, 590. Что, серьезно? Да. Дальше. Это прям вот там вот возле самой двери? Между дверью и входом. Ну, там, ну, Да, зачем вот это? в самую дверь попробуй. Обнови только страничку. Я сейчас чуть-чуть озадачен. Я на этой дистанции тестировал старый 52 на 1800, и у него было падение там 50%. Ну что там? Я сейчас, подожди. Ты уверена? Да, я вижу твои глаза. А ну иди сюда, ты к той сети подключена? Пацаны, это что оставляйте? Это, ну... Подожди. Asus 52 5G. Это... А давай за дверь. Так, открой. Ну, не очень далеко. Ну, На серединке. я уже не знаю, куда его тестировать. Интересный эффект. Интересный эффект того, что он классно покрывает в 5 ГГц. Прям очень хорошо. На 36-м канале 160 МГц. Смотрите, на WPA2. Он прям хорошо покрывает. У него падения нет практически. Потому... слушайте, а какое может быть падение в гигабитном роутере? Если на таком покрытии, то есть он спокойно в пределах гигабита может покрывать, если в центре трехкомнатную квартиру. Вообще класс. Сейчас куда-то лисичка далеко учухала. Я больше никуда это переделываю. Почему? Потому что ничего не меняется. Вторая цифра меняется, первая нет. Ну, давайте по второй хотя бы ориентироваться. Скажем, что на выгрузку он упал, он передает, стреляет он хорошо. Ладно, давай 2,4, не уходи. Сейчас 2,4. Слушай, а что это за прикол? Он лучше, чем тут BE82. Как это магия. Ну, я, честно, я не ожидал. Я канал всего лишь изменил и изменил частоту. Ширину канала и сам канал. Ладно, 2,4 ГГц у нас Connect, а ну где канальная скорость, 286 мегабит. А ну давайте попробуем поставить тут 40 мегагерц. Так, ага, 20, 40, давайте 40 поставим. Применим, пускай обнулится. Слушай, а получается, это у нас вот он на уровне, да, как китайские роутеры без ограничения, да, стреляют?
Знаешь, что я думаю? 90 гигабит, мы-то, когда тестируем какие-то 2,5 гигабитные Да. роутеры, мы что оцениваем, у них все равно покрытие на такой дистанции выше гигабита Ну идет. да, То да, есть да. по факту мы на этом роутере не получим, а ну какая сейчас скорость, сейчас давай подключимся. По факту мы не получим какого-то падения в пределах гигабита. Так, а ну переподключаемся на 2.4 и смотрим 309 мегабит. Хорошо, ладно, давайте пробуем тест сети и потом посмотрим, что там в середине у него есть. Так, ну по 2.4 250 мегабит. Сбалансированненько. Знаешь, сбалансированный роутер. Я уже думаю, о чем говорить в резюме. Да? Вот там 252 на 2.4. Если он сейчас еще и на 2.4 покрывать будет там на 30 метров, мы охренеем сейчас. 252 на 120, на 130, на 120. Хорошо, давай, отходи. Давай, первичная дистанция, где наша обычная, дальше пока не отходи. Я в охренении, если честно. Подожди, что значит 120? Это как бы... Ну хорошо, здесь есть падение. Не переживайте, здесь есть падение, но оно в пределах нормы. Он и по 2.4 неплохо покрывает. Слушайте, нормальный роутер по покрытию, по скоростям. Давайте останавливаем запись экрана. И давайте посмотрим, что у нас есть в самом клиенте. Ну, обыкновенная карта сети, да, у нас тут ничего вроде бы интересного, кроме того, что есть поддержка iMesh, есть управление гостевыми сетями, хорошо, диспетчер трафика, ну, скорость интернета, что мы там можем с вами выбрать, какой-нибудь провайдер и удостовериться, что здесь гигабит. Ну, сейчас, конечно, загруженность сильная где-то у нас на узлах, но это чистый гигабит. Вот, пожалуйста, 787 на 877. Есть родительский контроль, даже на 903. Есть родительский контроль. Могу сказать сразу, что это базовый родительский контроль. Если хотите какой-то, зря его включил, если хотите какой-то нормальный родительский контроль, то вам, конечно же, лучше посмотреть на модели подороже. Там вот мы тестировали Asus BE82U, там и, во-первых, USB-порт есть, и там он расширенный. То есть там можно по типу трафика, по типу контента блокировать. Здесь у нас есть просто, мы выбираем какое-то устройство и выбираем там, допустим, что там с ним делать. Этот доступ по времени можем заблокировать принудительно. То есть вот такой вот родительский контроль, в принципе. Дальше у нас есть управление беспроводными сетями, где у нас есть 36-140 канал, есть 160 МГц, есть поддержка у нас WPA2 Enterprise, есть WPA3 в миксованном режиме персональный. У нас также есть настройки радиус, профессиональные настройки, то есть есть тонкие настройки. В LAN можно отметить наличие поддержки IPTV, и можно по управлению коммутаторов там... Опа, подождите, а какое у нас агрегирование каналов? У него есть 802.3 ID. На LAN 1 и LAN 2 можно получить 2 гигабита, если у вас, например, есть NAS сервер с двумя портами. Вот как реализовать 160 МГц? Я все думаю, здесь есть агрегация LAN 1 и LAN 2, можно сделать 2 гигабитный шириной канал. На NAS сервере, например, к вашим материалам с Wi-Fi получать доступ быстрее, чем есть на самом деле. Слушайте, это прикольно. А ну в интернете нет у нас агрегации, не? Аутентификация, имя хоста. У нас должен быть Double WAN. Есть у нас типы WAN подключения PPPoE, PPTP, L2TP, это то, что хочется отметить. Есть двойной WAN на балансировке нагрузки, в принципе. Знаете, как сейчас это работает? Если там агрегация 802.3 ID, она делает чистый 2-гигабитный канал, можно на одно устройство получить 2 гигабита, то в балансировке загрузки вы можете получить 2 гигабита суммарно на все устройства из внешней сети. Вот так вот это тоже работает. И да, вот я вот все думаю, как реализовать 160 МГц, это тоже работает. Хорошо, хорошо. А кстати, Лен, мне нужен еще один, подожди, патчкорд у нас есть, да, вроде бы какой-то. Леночка, мне нужен патчкорд. Ну, сейчас мы, знаете, что попробуем? LAN порт 1, WAN и LAN порт 3. Сейчас сделаем на балансировку и попробуем, как это работает. Сейчас попробуем на балансировку нагрузки 2 порта подкинуть. А что нет? У нас есть возможность. Других нету. Что я могу сказать? Оп. А ну, слушай, прикольный роутер. Маленький, дешевый, прикольный. Ждем, пока он там подсоединиться и посмотрим, что получится. Так, мы куда-то подключились.
У нас подключено 2 вана. У нас 2 ван-порта есть. Через ван 3. И все это еще на балансировке нагрузки. Двойной ван. Все работает. Балансировки. Тихо. Тихо. Я думаю, что без спид-теста не обойдется. Включил запись экрана. А ну, подключаемся к Wi-Fi. Сейчас попробуем. Чисто вот на многоканале. Сейчас попробуем куда-то выехать. На какую-то цифру. А ну, спид-тест. У нас многопоток включен. Да, мульти есть. Сейчас посмотрим, что получится. И такое опа! Видели? Вы это видели? В балансировке нагрузки при режиме мульти, если хост поддерживает, то можно получить больше 1000 мегабит, ребятки, на AX52 Pro. 1174 на 1066. И я уверен, что если мультиконнект развивать, то вот, допустим, суммарное количество устройств мультиван. Вот вы видите тест в режиме реального времени. Давайте еще раз, если не верите. Если не верите, что это тот же провайдер, я сейчас покажу. Давайте, вот еще раз поехали. Смотрите, 1200, а ну давай, 1250. 2 гигабитных порта и 2 телефона уже получат 2 гигабита. Серьезно говорю, смотрите. 1188 на 1010. Вот вам и прикол. Вот вам и прикол. Еще и агрегация портов есть. Смотрите, это чтобы не было спекуляций. Заходим. Это у нас, вот, пожалуйста, Asus 52 5G. И вот он с коннектом 2,4 гигабита. Приятно, приятно. В принципе, тут больше мне-то и смотреть-то нечего. Есть Brandmauer, конечно же, есть VPN. VPN у нас поддерживает PTP сервер, OpenVPN, IPsec, WireGuard. Есть поддержка VPN Fusion и Instant Guard. Ну, от Brandmauer стандартная фильтрация URL адресов, ключевых слов и сетевых служб. Есть администрирование и сетевые утилиты. Кстати, в администрировании можно ему задать работу как узла iMesh, медиабриджа, режим повторителя, режим точки доступа. То есть iMesh роутер в режиме точки доступа. Хорошая тема, интересный бюджетный роутер. Прям мне очень сильно понравился. Переходим, делаем выводы. В качестве выводов скажу, для домашнего использования, для небольшого количества устройств, да, для большого я не советую, потому что все-таки памяти маловато, 128 на 256, то есть память плюс флеш, и получается, что ну, вот для домашнего использования с головой, если вам не нужен USB-порт, какие-то медиасервера делать, а просто нужно стабильное, нормальное покрытие подключения, то вот хороший гигабитный вариант. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.